Сегодня у нас уже 19 мая. Весна в самом разгаре. В теплице вовсю цветут томаты и перцы. А ведь еще совсем недавно здесь не было ничего, только идея и желание построить надежную, удобную теплицу. В прошлом году я в полной мере убедился в продуктивности выращивания растений в теплице. Вырастил огромное количество томатов, перцев, огурцов и дынь. И в этом видео я подробно расскажу, как строил свою теплицу. От выбора материала и проектирования до установки каркаса, обшивки и обустройства внутреннего пространства. Поделюсь полезными техническими решениями, которые облегчают эксплуатацию и делают теплицу долговечной и удобной. А в конце расскажу о доработках, которые планирую реализовать уже в этом сезоне. Погружаемся в процесс. Я долго думал, из какого материала делать теплицу. В итоге решил использовать балансовую древесину породы сосна. В нашей местности это оптимальный материал по соотношению цена-качество. Единственный минус сосны – ее подверженность поражению различными личинками жуков. Жуки откладывают личинки под кору, а те постепенно проникают вглубь древесины и разрушают ее. Балансовая древесина продается с корой, поэтому моей задачей было найти как можно более свежий материал, в котором насекомые еще не успели отложить яйца. Перед началом строительства я создал трехмерную модель теплицы в SketchUp. Проектировал теплицу с учетом соотношения ширины к длине 1 к 3. По длине был слегка ограничен уже существующими грядками и растениями, поэтому остановился на длине теплицы 11 метров и ширине 3,7 метра. Такая ширина позволяет удобно разместить растения в 3 ряда. Крышу выбрал двускатную. Это повысит устойчивость конструкции и избавит от необходимости счищать снег зимой. Высота в коньке 2,7 метра, у боковых стен 2,3 метра. Такая высота исключает перегрев летом, что важно для здоровья растений. Сразу после доставки древесины начал счищать кору. Чем раньше это сделать, тем лучше. Во-первых, исключаем проникновение жука, а во-вторых, свежая кора снимается гораздо легче. Для очистки использовал разные инструменты, иногда лопату, иногда мачете. Деревянный каркас теплицы я поставил на бетонные столбики. Столбы уходят в землю примерно на 70 см и выступают над поверхностью на 15 см. Раствор замешивал в пропорции 1 часть цемента и 3 части песка. В центр столбика вставил 30-сантиметровую арматуру. 20 см уходит в сам столб, а 10 см снаружи. И на выступающую часть арматуры впоследствии насадится столб. На следующий день после заливки бетона снял опалубку и слегка закруглил острые углы столбиков, просто ради эстетики. И уже спустя неделю приступил к монтажу деревянного каркаса. Выбрал самые толстые бревна и установил их в качестве опорных столбов. Участок не выравнивал под уровень, и бетонные столбики заливал по естественному уклону участка. Далее с помощью лазерного уровня отбил горизонт по самому высокому бетонному столбу. И от этой отметки подрезал все деревянные столбы, добиваясь ровной верхней линии. После монтажа балок зафиксировал их укосинами. Дополнительно укосины установлены на некоторые стропила. Стропила уложены с шагом 1 метр. Такая плотность нужна, чтобы не пришлось счищать снег зимой. В центре каркаса добавил еще несколько укосин для повышения жесткости всего каркаса. Затем на боковые части теплицы прикрутил доски, чтобы края стропил не рвали пленку. Такие же доски прикрутил и в верхней части. Это создает ровную поверхность для прилегания пленки и дополнительно укрепляет каркас. Далее трудоемкая работа по шлифовке бревен. Особенно тщательно зачищаю те места, где будет соприкасаться пленка. Наружные углы теплицы дополнительно обматываю спанбондом. В этих местах будет повышенное натяжение пленки, а дерево со временем может трескаться. Спанбонд защитит пленку от возможных порезов. Не мне вам рассказывать, сколько времени порой уходит на то, чтобы развернуть удлинитель. А даже если развернул, длины все равно может не хватить. А вот моя давняя мечта –
аккумуляторная УШМ и аккумуляторная шлифовальная машина от Foxfield. Теперь к деталям. Аккумуляторная угловая шлифовальная машина FTL AGX, бесщеточный индукционный двигатель, 20-вольтовые съемные аккумуляторы, противоскользящее покрытие корпуса, пылезащищенные вентилируемые окна двигателя, 3 режима регулировки оборотов, плавный старт и быстрая остановка двигателя. Не мне вам объяснять, насколько УШМ универсальный инструмент номер 1 на любой стройке. А отсутствие проводов дает свободу, экономит время и повышает безопасность. Теперь аккумуляторная шлифовальная машина FTL MF 5-in-1. Целых 5 видов рабочих насадок. Дельтовидная, прямоугольная, узкая, выпуклая и эксцентриковая. Регулируемая скорость от 4 до 10 тысяч оборотов в минуту. Как и УШМ, шлифмашина работает на единой системе аккумуляторов мощностью 20 вольт. Я лично проработал 40 минут на одном заряде при 8000 оборотах. Впечатляет. Напомню, компания Foxfield на рынке 29 лет. Занимается профессиональной строительной техникой, генераторы, компрессоры, сварочное оборудование и, как видите, весьма достойные инструменты. Рекомендую. Последний этап строительства каркаса. Установка дверей и окон. Они расположены в торцах теплицы. Дверную коробку сделал максимально высокой, для лучшего проветривания. Ширину выбрал с учетом строительной тачки. Пока не знаю, зачем заезжать внутрь, но пусть будет. Окна решил сделать треугольными. В этих местах уже есть конструктивные элементы теплицы. Столб, стропилина и укосина. Не вижу смысла создавать отдельную оконную коробку. Пол в теплице я укрыл плотным спанбондом от сорняков. Предварительно слегка выровнял поверхность древесной щепой. Перед укладкой пленки обработал всю стропильную систему антисептиком. Забегая вперед, скажу, что особой необходимости в этом не оказалось. В течение года эксплуатации теплицы конденсат почти не образовывался. Думаю, это связано с тем, что в теплице точечный капельный полив каждого растения, а вся остальная земля укрыта спанбондом. И, конечно же, немаловажную роль в отсутствии конденсата сыграла высота теплицы и хорошее проветривание. Для крепления пленки использую специальный профиль зигзаг. При покупке такого профиля обратите внимание на толщину металла и наличие завальцованных краев. Чем прочнее и безопаснее профиль, тем лучше. На пол уложил двухцветный спанбонд, черной стороной вниз, белый вверх, для защиты от перегрева летом. Сейчас понимаю, что весной это тормозит прогрев почвы. Поэтому, если начинаете сезон рано, лучше использовать полностью черный материал. В будущем я вообще планирую отказаться от спанбонда на полу. Его неудобно подметать, но в первые пару лет он действительно избавляет от прополки. До накрытия теплицы пленкой установил систему капельного полива. Слепая трубка 16 мм и индивидуальные капельницы с компенсирующей мембраной под каждое растение. Пленку использую многолетнюю, светостабилизированную, плотностью 150 микрон, производитель Политив. При монтаже заметил, что она цепляется за острые края зигзаг профиля. Края пришлось загибать. Вверху и по бокам теплицы крепил пленку зигзагами, а у земли закопал в заранее выкопанную траншею. Рулонов 50 метров хватило впритык, окна и двери обтягивал уже остатками. В торцах теплицы пленку крепил старой капельной лентой и строительным степлером. Получилось неплохо. Крючки для дверей сделал из 200-х гвоздей. На окна установил термоприводы, которые открываются при температуре выше 23 градусов. За год они отработали без нареканий. И финальный штрих – притеняющая сетка. Рекомендую плотность не выше 30 грамм на метр квадратный. И обязательно наличие светостабилизации. Такая сетка не только создает комфортный микроклимат, но и защищает пленку от града и птиц. Любая теплица просто обязана быть оснащена притеняющей сеткой. Растения скажут вам за это спасибо.
Спустя год эксплуатации теплицы я решил добавить полки для выращивания ремонтантной клубники. Пока полки будут располагаться только в центре теплицы, между опорными столбами. Возможно, в будущем добавлю полки и с южной стороны. В этот раз я отказался от бетонного основания. Вместо этого вкопал в землю дубовые столбы. Все же это второстепенный элемент, не такой критичный, как несущий каркас. К тому же в самой теплице довольно сухо, поэтому дубовые столбы простоят очень долго. Столбы установил с запасом по высоте, чтобы на месте можно было выставить горизонт и отпилить лишнее. Полки будут опираться на пазы в центральных столбах и на дополнительные стойки между ними. Ширина полки 30 см. Имеющиеся у меня необрезные доски шириной 15 см. Использую в 2 ряда. Одной доски недостаточно для устойчивого размещения емкости с клубникой. Перед монтажом доски тщательно зашлифовал. После установки обработал льняным маслом. По всей теплице уже установлен капельный полив. И полки с клубникой не станут исключением. Через тройник подключился к общей линии, слепую трубку закрепил вдоль всех полок. В трубку вставил капельницы с компенсирующей мембраной. С помощью микротрубки и прикорневой капельницы подвел воду индивидуально к каждому растению. Теперь подведу итоги и расскажу, какие доработки теплицы я запланировал на этот год. Для начала хотел бы сказать, почему я решил построить теплицу. Дело в том, что пару лет назад дочка соседки привезла перцы. Привезла она их в октябре. А в тот год, в первых числах сентября, были сильные заморозки. И огородный сезон закончился в первых числах сентября. Открытого грунта. А она привезла свои перцы со словами: вот последние перцы собрала с теплицы. Ну и тогда я задумался, неужели теплица настолько сильно сохраняет тепло, что позволяет урожай еще на 2 месяца продлить до конца октября? Оказалось, что так, но не совсем так. Во-первых, теплица защитит от возвратных заморозков, которые 1-2 градуса. Если возвратный заморозок -5, -7, либо уже осенние заморозки такие сильные ударят, то теплица не защищает от таких заморозков. 6 утра, а на теплицу начинает чуть солнышко светить. А на градуснике на улице -6,5. В теплице с включенным 2-киловаттным обогревателем. -2,4. Повторюсь, что теплица смягчает перепад температур всего лишь на 1-2 градуса, не больше. Эта весна была крайне холодная, экстремально холодная. Теплицу крайне тяжело обогреть при помощи электричества. Об этом даже не думайте. Если вы хотите супер ранний урожай, и чтобы растения себя хорошо чувствовали, то необходима теплица с печкой. Если печки в теплице нету, то это по сути теплица летняя. Но даже в этой ситуации у теплицы огромнейшее преимущество. Я сейчас уже в открытом грунте огурцы, перцы, томаты вообще не выращиваю, потому что теплица дает гораздо больше урожай, гораздо продуктивнее. А почему так происходит? Вот как сейчас, допустим, к примеру, идет дождь, в теплице сухо, и мало того, что в теплице теплее, днем солнце пробивается, ультрафиолет через облака попадает в теплицу, и внутри теплицы температура выше, чем на улице. Первый плюс. То есть теплица смягчает погодные перепады. А с наличием затеняющей сетки в самую знойную жару, если хорошо открыты все двери, все форточки, то в теплице даже прохладнее, чем на улице. Еще раз повторю, теплица смягчает погодные явления. Или
В том году был сильнейший ураган. У меня очень много растений поломало. Тогда как теплица была закрыта, она устояла от урагана. Сильнейший ураган был. Неделю здесь без электричества сидел. С теплицей все в порядке. И в теплице растения были как в инкубаторе. Они ни грамма не пострадали. Теплица защитит растения от града. Ну, с учетом того, что на теплице есть затеняющая сетка. Затеняющая сетка смягчит градины, не пробьет. Если это будет поликарбонат, либо пленка, однозначно сетка смягчит. Это еще одна причина, почему необходима затеняющая сетка для теплицы. Теплица защищает твои растения от грибковых заболеваний, потому что, вот видите, на улице идет дождь, на улице очень влажно, прохладно. Самое такое время для развития большого количества грибковых заболеваний. В теплице сухо, в теплице грибка не будет, и растения будут в целом здоровее. Ну, короче, больше всего плюсов я заметил, что у теплицы именно летом, если, конечно, теплица не отапливаемая. Но несмотря на то, что весна у нас была крайне холодная, земля была холодеющая, мне удалось вырастить растения на месяц, однозначно на месяц раньше, чем я это сделал в прошлом году. Смотрите, какие уже огромные томаты. Они уже, некоторые даже отцвели, где-то здесь завязались маленькие плодики. А вот смотрите, что здесь у перца уже плоды висят. И сейчас у нас всего лишь 25 мая. Если весна у нас была чуть теплее, то растения были бы еще больше. И, возможно, уже могли спеть помидоры. Ну, как-то так. А если бы теплица была вообще отапливаемая, то я бы уже ел бы свои помидоры, свои огурцы. Вообще полным ходом ел бы свой урожай. Конечно, у теплицы есть еще и минусы. Какие минусы? Сегодня я поливал растения в теплице, несмотря на то, что уже 2 суток без перерыва идет дождь. То есть халявно растения дождем в теплице не польешь. В теплице нужно постоянно следить, постоянно поливать растения вручную. Это, наверное, единственный минус. Ну, еще можно к минусу, думаю, отнести, что если какая-то проблема возникнет с проветриванием в летний знойный день, или ты куда-то уедешь и забудешь теплицу оставить открытой, либо форточки не откроются, то растения в теплице сжарятся. На это многие люди натыкались, у кого есть теплицы. И я тоже с этим сталкивался. Так что вот в этом плане нужно быть крайне внимательным, чтобы просто не сжечь растения. А сейчас расскажу, какие модернизации хочу сделать в этом году. Обратите внимание, растения у меня растут в горизонте с землей. И подобного типа грядки очень плохо прогреваются, очень долго прогреваются. Ну и растения, соответственно, хуже растут. Весной, либо поздней осенью. Что я хочу сделать? Убрать этот весь спанбонд и сделать просто ящики, приподнятые грядки. Здесь будет по центру тропинка, и растения будут расти в приподнятых грядках. Это мне обеспечит лучший прогрев растений. Я смогу еще раньше начать огородничий сезон и еще позже его закончить, потому что земля будет лучше прогрета. Также в этом году в плане у меня посадить виноград. Один виноград посажу здесь, который будет плестись по северной стороне, а другой виноград посажу с того края теплицы, который тоже будет плестись по северной стороне. И этот виноград здесь будет расти всю жизнь. Всю жизнь северная сторона теплицы у меня будет укутана виноградом. Также я посмотрю, как в этом году будет расти клубника ремонтантная.
вот в таких емкостях в теплице. Если все будет хорошо, ей не будет очень жарко, то, скорее всего, я сделаю полки еще по южной стороне и тоже посажу здесь везде клубнику. И напоследок информация о проветривании теплицы. У меня теплица проветривается за счет окна с одного торца теплицы и с другого. Летом или когда светит солнце, я вручную прихожу, открываю две двери и на ночь их закрываю. Если я этого не сделаю, то растения у меня сгорят. 2 форточек по торцам недостаточно, чтобы значительно понижать температуру в этой теплице. Для понимания, вот такой размер форточки. Это достаточно большая форточка. И такого же размера форточка с противоположной стороны, которая настежь открывается. И вот этих форточек недостаточно. И чтобы себя полностью обезопасить от возможного перегрева теплицы, лучше на 10-метровую теплицу делать еще дополнительные форточки по бокам. Одну здесь, другую здесь. А пока что у меня этого не сделано, поэтому каждое утро этого сколько? Ну, в часов 10-11 утра я открываю, и в часов 9-10 вечера летом я закрываю двери в теплице. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующих видео. Всем пока!